Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией, провести отпуск с семьей или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Сегодня мы отправляемся в путешествие по Китаю. Одному из самых больших и самых древних государств мира. Древние обычаи, шокирующая кухня, технологии будущего и восточная мудрость. А Восток, как известно, дело тонкое. Хотите оторваться на полную катушку, не считая потраченные деньги? С распростертыми объятиями вас примет Макао. Самый молодежный и тусовочный город Китая. Единственное место в стране, где разрешен и горный бизнес. Словом, Макао — это как Лас-Вегас, только made in China. Как же круто! Я представляю, сколько сюда вложили миллионов или миллиардов. В Макао едут все, чье второе имя азарт, а главная страсть — казино. Тут круглосуточно, 365 дней в году работают полсотни огромнейших игорных заведений. Ежедневно тут проигрываются миллионы долларов. Ставку в казино может сделать любой желающий, кому исполнился 21 год. Поселиться в Макао можно в прямом смысле, не отходя от кассы. Ведь все местные казино при отелях. Один из самых роскошных — Морфеус. Такой номер обойдется плюс-минус в 13 тысяч долларов. Зато разместиться в нем можно огромной компанией. Блин, как здесь красиво! Трапезничают в Макао богачи в ресторанах при своих же отелях. Причем за большие деньги тут можно даже то, что в большинстве стран запрещено. Например, заказать ниатамори. Это древний ритуал японской мафии – поедание суши с тела обнаженной девушки. Слушайте, лежит уже полчаса, неподвижная. Может, пощекотать? Передвигаться по Макао, естественно, нужно на роскошном суперкаре. Аренда каких-то 3160 долларов в сутки. Макао манит со всего мира еще и экстремалов. Именно здесь расположена самая высокая в мире точка для банджи-джампинга. Прыгнуть головой вниз с высоты 233 метров можно за 500 долларов. Ну а если вы молоды, но уже умеете экономить, отправляйтесь в Шанхай. Город самых высоких небоскребов, самых успешных людей и самых крутых вечеринок. В общем, Шанхай – самый-самый город Китая. Кажется, что вся мощь Китая сконцентрирована на этом маленьком клочке земли. Одна из главных достопримечательностей Шанхая поджидает бюджетного туриста уже в аэропорту. Маглев – самый быстрый поезд в мире. Его скорость 430 км в час. Стоимость билета
около $6. Максимальную скорость 430 км в час поезд может развивать только в часы пик. А вот в обычные часы он делает максимум 301 км в час. Вторая достопримечательность Шанхая – район Пудун. Шпили местных небоскребов пронизывают небо словно иголки, и практически в каждой из башен есть смотровая площадка. Где-то за $20-30. Но экономнее всего пойти в башню Всемирного финансового центра. Там, в кафешке на 91-м этаже, нужно лишь сделать символический заказ. Например, кофе за $6. И смотровая тебе достанется бесплатно. И заметьте, здесь нет толп китайских туристов, суеты, очередей. Все тихо и спокойно. И за чашечку кофе ты чувствуешь себя настоящим богачом. А вечером лучше всего отправиться в один из местных ночных клубов. Их в Шанхае едва ли не больше, чем небоскребов. А главная фишка в том, что большинство из них бесплатны для иностранцев. Более того, в таких клубах даже можно подзаработать. Китайцы, они сами по себе такие смущенные люди, и им нужен какой-то порыв, чтобы их развеселили, понимаешь? И они просто вот сидят и не танцуют, да, а модели создают атмосферу, То есть я буду работать моделью? Ну, как бы да. Слушай, а много платят? 150 RMB. А это легально? Как бы никого не волнует. Правильно ли я понимаю, что мне нужно пить и тусоваться, а вы мне будете платить за это деньги? Да. Господи, это же рай какой-то. Где подписать? Бюджетно питаться в Шанхае можно либо в забегаловках, где едят местные, либо фастфудом. Там за щеками не видно, но я улыбаюсь. А жить в Шанхае лучше всего в хостелах. Они зачастую чистенькие, уютные и стоят недорого. Койка в номере на троих $15. Но и это еще не все. With crew, breakfast is for free. The washing machine and the drying machine also is for free. Drying machine is for free. Сегодня мой день. Самый главный праздник страны – это китайский Новый год. Дата плавающая и зависит от лунного календаря. Например, в 2021 году праздник выпадает на 12 февраля. В этот день по всей стране проходят костюмированные парады, местные загадывают желания и наряжают вместо елок мандариновые деревья. А знаменует приход Нового года масштабный фейерверк. И это лучшее время, чтобы посетить Поднебесную. Мечтаете о романтическом уикенде в Китае и готовы ради этого не поскупиться? Идеальное место – остров Хайнань, город Санья. Это один из самых молодых городов Китая. Зеленый, чистый и без пресловутого китайского смога. Главный курорт страны и основная китайская здравница. Только представьте, что Санья раньше был малюсенькой рыбацкой деревушкой. Если есть лишние деньги, то перемещаться по городу Санья лучше всего на вертолете. Во-первых, это возможность избежать пробок. Во-вторых, с высоты открывается лучший вид. И в-третьих, это романтично. Стоит полет $2000 в час. Поселиться можно в одном из роскошных курортных отелей, как, например, «Атлантис Санья», с бассейнами, спа-салоном, аквапарком и торговым центром. Ночь в такой гостинице обойдется в $1000. Такой огромный номер, тут прям можно ходуном ходить. Питаться в Санья лучше всего морепродуктами. Они здесь свежие и очень вкусные. Средний чек $100. Это, по-моему, лучшее место, где обычные
Морепродукты местного улова превращаются в шедевр высокой кухни. Что же касается романтических развлечений, то их в Санья более чем достаточно. Тут тебе и дайвинг, и цирковое романс-шоу, и термальные источники, и, конечно же, омолаживающие процедуры китайской народной медицины. Боже мой, вся горю. Если бюджет ограничен, а романтики все равно хочется, бронируйте билеты в Гуанчжоу. Это не самый раскрученный туристический город Китая, но при этом аутентичный, живой и настоящий. Приезжаю я такой в никому неизвестный Гуанчжоу, а тут просто Нью-Йорк отдыхает. Гуанчжоу известен как мировая столица подделок. Причем здесь подделывают как известные бренды одежды, так и технику. И все это стоит гроши. Например, вот солнечная батарея для телефона, переносная. Покупаю. Не видите в походах по магазинам ничего романтичного? Отправляйтесь на вечернее свидание. Идеальнее место, чем бар в отеле Four Seasons на 100-м этаже небоскреба в центре города, быть не может. Вход бесплатный. Заплатить придется только за коктейли. Перемещаться по Гуанчжоу удобнее всего на метро. Жетончик $1. Кстати, жетончики здесь надо сохранять до конца поездки, потому что единственный способ выйти – это опустить его вот в эту дырку. А питаться бюджетнее всего на фудкорте, где подают самые разные и необычные морепродукты. От $3 за порцию. Поселиться в Гуанчжоу можно в спа-комплексе. Обойдется это в $38, но при этом 24 часа можно пользоваться тренажерами, хамамом, баней на дровах, купелями, компьютерным клубом, бильярдом, пинг-понгом и, конечно, комнатой отдыха. При этом еще и кормят 2 раза. Включены ужин и завтрак. Не знаю, как вы, но меня кажется, только что карнавал. Еще в древности Гиппократ сказал: «Мы то, что мы едим». Сегодня бы эта фраза звучала как «страна – это то, чем славится ее кухня». Представляем вам топ блюд, которые обязательно нужно попробовать в Китае. Первое – это пекинская утка. Готовить утку начинают за сутки до подачи. Под кожу вдувают воздух, чтобы она разгладилась и блестела. Ошпаривают, натирают смесями специй, солью, рисовым вином, медом, патокой и запекают. Главная фишка утки – лакированная хрустящая корочка. Пекинская утка в ресторане обойдется в $40. Но есть и бюджетный вариант. Шаурма с пекинской уткой за $4. Даже если и это вам не по карману, можно купить остатки тушки и обглодать оставшееся мясо. Это в Китае считается нормой. $2 за килограмм. Кожица действительно блестит и выглядит необычно. Хрустит. Очень жирно, конечно. Второе – безумный, шокирующий и пугающий стритфуд. Сегодня это уже не столько перекус, сколько аттракцион. Но попробовать стоит. Very tasty. Ну и третий деликатес, который нужно отведать в Китае – это змея.
По стране сотни змеиных ресторанов, где на ваших глазах с легкостью приготовят любую змею. От безобидного ужа до смертоносной кобры. Обойдется такое блюдо в фирменном ресторане от $100 за порцию. Очень напоминает курицу. Особенно жареная змея, мне кажется, прям очень-очень близка ко вкусу каких-нибудь куриных крылышек. Собираетесь отправиться в Китай всей семьей и провести там незабываемый роскошный отпуск? Тогда ваш пункт назначения – Пекин. Один из древнейших городов мира. И в то же время один из самых инновационных и современных. Здесь есть районы, которые, в принципе, могут конкурировать и с Сингапуром, и с Гонконгом, и даже с Нью-Йорком. Обязательная программа во время посещения Пекина включает в себя 3 пункта. Первый – поход в запретный город. Самый известный императорский дворцовый комплекс Китая, которому насчитывается уже 600 лет. Видно, что этот город очень большой, виден настоящий масштаб. Второй пункт – посещение китайской чайной церемонии. Это уже не просто традиция. К ее соблюдению местные относятся как к религии. Приятного чаепития. И третий пункт – поход на кунг-фу-шоу. Это тот случай, когда боевое искусство на самом деле искусство. Это одно из самых лучших шоу, которое я видела когда-либо в жизни. Я реально просидела с открытым ртом от начала и до конца. То, что они делают, это просто восхитительно. Боже, Китай, ты волшебен. Перемещаться по Пекину лучше всего на роскошном автомобиле с хорошей системой кондиционирования. Обойдется его аренда в $1500 в сутки. А жить в одном из самых крутых отелей города, как The Peninsula, семейный люкс в котором стоит $1500. Но главная фишка – это личный кинотеатр. Если уж приехали в Пекин и хотите познать, каково это быть членом императорской семьи, стоит заглянуть в ресторан Family Lee Imperial. Тут за $11 000 подадут императорский сет из 11 блюд. Точь в точь, как ели представители императорской династии. Но главное развлечение для всей семьи, которое только может быть в Пекине, это посещение Великой Китайской стены. Сделать это оригинально и без толп туристов можно во время вертолетной экскурсии за $1300. Я с высоты птичьего полета, с высоты настоящего и 21 века наблюдаю прошлое. Считаете, что вертолеты, крутые тачки и императорские обеды – это перебор? Езжайте с семьей в Гонконг. Мегаполис с самым большим количеством небоскребов в мире и самой широкой в Китае автономией. Город, который вообще без природных ресурсов стал одним из самых влиятельных финансовых центров мира. Ну здравствуй, Гонконг! Главной достопримечательностью самого высокого города считается его самая высокая точка. И это не небоскреб. Пик Виктория – это гора в западной части города. Подняться на нее можно на фуникулере за $7. Самое крутое действо, ради которого туристы съезжаются в Гонконг – лазерное шоу, проходящее в центре города каждый вечер. Называется «Симфония огней». На протяжении 10 минут 40 небоскребов устраивают просто невообразимое представление с помощью лучей, лазеров и прожекторов. Плюс этого перформанса – он бесплатный. Передвигаться по городу лучше всего на двухэтажных трамваях.
Их ласково называют динь-динь. Проезд всего 30 центов. Это как самый дешевый, так и самый удобный способ рассмотреть местные достопримечательности. Внизу муравейник, люди бегают, прыгают, носятся, а ты такой свысока просто за этим наблюдаешь. Питаться в Гонконге бюджетнее в местных забегаловках. За порцию нужно будет заплатить пару долларов. На любителя. А вот переночевать в Гонконге можно совершенно бесплатно. Для этого нужно отправиться на пароме на соседний остров Лантау в кемпинг Пуи-О. Главное, не забудьте взять с собой палатку. Спокойной ночи. Китай – страна особенная, со своими правилами, устоями и традициями. Поэтому, отправляясь туда, нужно знать не только, куда пойти и что поесть, но и как себя вести с местными. Поэтому запоминайте наши советы. А лучше записывайте. Большинство местных не знают никакого другого языка, кроме китайского. Поэтому спрашивать у них что-то по-английски бессмысленно. Но если у вас все же есть вопросы к местным, заранее готовьте записки или заметки в телефоне с иероглифами. Поэтому всегда нужно показывать им заранее приготовленные иероглифы. Вот, у меня тут excuse me, извините, возьмите, пожалуйста. Шинчаджу, шончаджу. Если вы остались довольны обслуживанием в кафе или ресторане и хотите отблагодарить официанта щедрыми чаевыми, не делайте этого. В Китае оставлять на чай не принято. Более того, такая благодарность приравнивается к взятке. Пойдем, пока она не поняла, что происходит. Заселяясь в отель или хостел, готовьтесь, что заплатить придется больше, чем стоит номер или койка. Дело в том, что практически все гостиницы, хостелы и гостевые дома берут депозит, который возвращают постояльцам при выселении. Сумма зависит от категории отеля. Зачастую это от 15 до 100 долларов за ночь. Депозит. Ага. Завтра я это заберу. Конечно, ну все, договорились, дай 5. Ну что ж, с Китаем разобрались. А тем временем Орел и Решка готовит для вас очередную порцию советов по странам, где вы только мечтаете побывать. Дальше больше.